Приветствую вас, зрители моего канала. Данный тягач разрабатывался для использования в различных целях. Он мог транспортировать грузы для различного назначения. Как база для самоходных скреперов и другой землеройной техники, и началась она в 1956 году. Разработкой и выпуском занимался Минский автомобильный завод под руководством главного конструктора Шапошника. Но самое интересное в этом тягаче то, что он имел единственный ведущий мост с односкатными неуправляемыми колесами большого диаметра. Из-за того, что одноосный тягач эксплуатировался в составе с другими прицепами, поворот этой сочлененной машины осуществлялся путем взаимного разворота тягача и прицепа относительно вертикальной оси, проходящей через узел, соединяющий тягач и прицеп. Прицепить к основной машине можно было что угодно, будто скрепер, землевоз, каток, платформа, цементовоз, грузоподъемное устройство. По сути, МАЗ-529 являлся универсальной машиной. Он представлял собой колесную тяговую машину с одной осью. Полуприцепной агрегат являлся функциональным продолжением тягача, без которого он не мог быть использован. МАЗ-529 имел способность передвигаться самостоятельно. Для этого требовалось установить дополнительное переднее колесо. Сверху устанавливалась одноместная закрытая кабина. Габариты машины составляли 4200 на 2950 на 2925 мм. На тягач устанавливали двигатели ИАЗ М206А и ИАЗ М206Г производства Ярославского завода. Двигатель устанавливался в передней части тягача и крепился с факрами с помощью резиновых амортизаторов в трех точках, одной спереди и двух сзади. Двигатель устанавливался шестицилиндровый рядный дизельный с непосредственным впрыском топлива мощностью 165 лошадиных сил. Максимальная скорость составляла 40 км в час. Расход топлива на 100 км 80 литров. Топливных баков 2 по 300 литров. Коробка передач механическая пятиступенчатая с пятой повышающей передачей. Сцепление двухдисковое, сухое, с пневмоусилителем управления. Колеса устанавливались бездисковые, односкатные с бортовыми замочными кольцами. Шины диаметром 1790 мм с рисунком протектора повышенной проходимости. МАЗ-529 не имел упругой подвески колес, как и прицепы. Амортизацию обеспечивали объем воздуха в шинах. Первый опытный образец был готов в 1956 году, а в июне 1958 года МАЗ отправился в Бельгию на Всемирную промышленную выставку. А с июня 1958 года на МАЗе начали сборку этих тягачей, но уже с доработанным, форсированным до 180 лошадиных сил дизелем и двухместной кабиной. И индекс машина получила МАЗ-529В. На этой базе с 1961 года, но уже на Могилевском автомобильном заводе, были созданы еще другие версии МАЗ-529Б, 529Г, 529Д и Е, которые отличались назначением и рядом дополнительных узлов. С 1965 года начали выпускать модификацию МАЗ-529М с упрощенной брезентовой складной кабиной. МАЗ-529 ГТ предназначался для тропиков. С 1969 года конструкция одноосного тягача подвергается существенной модернизации. Машина получает зависимую рессорную подвеску колес, четырехтактный дизельный мотор ЕМЗ-238А мощностью 215 лошадиных сил и новое внешнее оформление кабины. В феврале завод выпустил автотягач МААЗ-546П. В июне 1984 года самоходный скрепер МААЗ-6014. Одноосные тягачи семейства МААЗ-529 и МААЗ-546 нашли широкое применение в вооруженных силах. Там они использовали в составе портальных установщиков баллистических ракет средней дальности Р-12 и Р-14 и установщиков межконтинентальных баллистических ракет Р-16 и Р-36 под индексами 8У-210, 8У-224, 8Т-25 и 8Т-26. В инженерных войсках тягачи использовали в составе самоходных машин и скреперов. Также были созданы на базе МАЗ монтажные краны, которые выпускались Туапсинским машиностроительным заводом под индексами МКП и МКТ. Также совместно с японцами выпустили кран МКТТ-63 грузоподъемностью 63 тонны.
Всего было выпущено 117 кранов МКТТ-63. С 1972 года на заводе выпускали снегоуборочные аэродромные машины на той же базе МАЗ-529 и снегочистители под названием Амкодор 9561. Было выпущено 800 машин, так что спектр использования этого тягача весьма велик и использовался там, где только была возможность. Пока их не заменили другие более современные машины. На сегодняшний день известно о нескольких сохранившихся экземплярах тягачей МАЗ-529, в основном на консервации. Также эти тягачи можно встретить в виде памятников и экспонатов строителям КАМАЗа в Набережных Челнах и Парке Победы в Саратове. И если мой ролик вам понравился, а также был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под видео. Желаю всего хорошего, пока-пока.